Приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. Тема сегодняшнего видео – зависимость от отношений и почему человек не может быть независимым, если он не станет опорой для самого себя. На самом деле многие люди машинально отождествляют свое существование с различными системами отношений, будь то отношения родственные, гендерные, рабочие и так далее. И я, глядя на некоторых людей, допустим, на тех же самых семейных, задумываюсь, может ли вообще один из этих людей жить вне этой семейной системы. И дело в том, что люди находят в тех или иных видах отношений смысл своей жизни, тем самым заполняя ее этим смыслом, как будто бы эти системы отношений будут существовать всегда. И человек жертвует временем своей жизни, обменивая его на то, чтобы находиться внутри этой системы. Например, я видел людей на различных местах наемной работы, где я сам работал. Людей, которые работали там десятками лет. И я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, но я обратил внимание на то, что эти люди как будто бы не представляют себе своей жизни вне этой работы. То есть они готовы тратить время своей жизни на то, чтобы вставать каждый день в 6 утра и находиться на работе до 5 часов вечера и делать это в течение 40 лет. Притом это были люди, чей профессиональный уровень не очень высокий, но было видно, как они держатся за эту работу, именно как за систему отношений, без которой они не мыслят своей жизни. И лично я всегда ощущал себя в системе отношений, основанной на подобных принципах, некомфортно, потому что я как минимум стремился к профессиональному росту, и это было моим основным мотивом нахождения на наемной работе. Я же видел, как люди были готовы сливаться с толпой ради того, чтобы просто находиться в ней, так как они не мыслили себя вне этой толпы, вне системы этих отношений. И моя профессиональная принципиальность, равно как и моя принципиальность в других сферах взаимодействия с людьми, всегда играла против меня, потому что, как я думаю, в России большинство людей цепляются за ценность нахождения в некоем коллективе. Чем отличаются здоровые отношения от зависимых отношений? Я слышал фразу о том, что человек — это существо социальное, и, собственно, я намереваюсь опровергать. Я не намереваюсь опровергать ее, так как это было бы довольно нелепо с моей стороны. И опять же, нужно разобраться в том, что имеется в виду под социальными отношениями, уж если мы говорим о человеке как о социальном существе. Каждый человек, рождаясь в этот мир, так или иначе становится частью окружающего его социума, и для него не существует никакого выбора им среды для своего рождения. И пока он не вырастает физически в плане своего мышления, он просто является частью этой среды. Он вынужден просто принимать факт того, что представляют из себя его собственные родители. Собственно, родители — это люди, от которых полностью зависит дальнейшая жизнь и судьба их ребенка. Начальный этап отношений с родителями нельзя назвать для ребенка социальным, потому как он пока лишь контактирует только с родителями, и его взаимодействие с ними на первом этапе жизни сводится лишь к поддержанию его биологической жизни. То есть, хочет ребенок того или нет, изначально его взаимоотношения со средой строятся на его абсолютной зависимости от нее по причине своей физической слабости и отсутствия мышления. Взрослые люди и дети, в чем отличие? Но глядя на некоторых взрослых людей, кажется, что как будто бы они до сих пор остаются детьми только в образе взрослых. И я имею в виду их психологическую зависимость от других людей. Я, конечно же, не говорю о том, что нужно изолироваться от других людей, а о том, что сам человек видит себя исключительно сквозь призму отношений с другими. И самая опасная форма зависимости от отношений — это зависимость от системы отношений такой, предположим, как
как видимость в чьей-либо персоне смысл своей жизни. Например, в тех же самых межполовых отношениях, точнее в отношениях, в которых репродуктивный инстинкт является определяющим. Стать опорой для самого себя не означает изоляцию. Вообще, что значит стать опорой для самого себя? На самом деле, стать опорой для самого себя не означает изолироваться от других, хотя изоляция может быть нужна для лучшего понимания самого себя на определенном этапе жизни. Стать опорой для самого себя означает найти свой собственный фундамент, на котором ты будешь сам стоять. Хотя многие люди воспринимают некую систему отношений как средство для спасения от самого себя, так как они не принимают тот факт, что они изначально уже есть. Они хотят дополнить себя кем-то, так как только в этом случае они видят свое существование полноценным. Отношения как неизбежный этап адаптации к социуму. Каждый человек уже рождается в систему отношений, хочет он того или нет. И изначально он принимает правила этого социума просто потому, что полностью зависит от своих ближайших людей, то есть родителей. Так или иначе, он сам является продуктом социальной среды, в которой он рождается. И естественно, что он не может не принимать правил этой среды, если он не в силах ее менять. Ребенок, будучи физически и сознательно слабым, естественным образом принимает свое окружение, потому что его выживание зависит от этого окружения. По мере взросления он становится физически и сознательно все более независимым. Он может отделиться от своих родителей и жить отдельно от них. Также он может менять страну проживания. Ты – это не твоя кошка и не твоя собака. И даже не продолжение твоих родителей. На самом деле ты не есть твоя кошка или твоя собака, ты не есть твой половой партнер, ты даже не являешься продолжением своих родителей, и ты не захочешь быть их продолжением уже только глядя на выражение их кислых лиц. Например, меня немного пугают люди, выражение лиц которых как будто бы никогда не меняется, не говоря уже о том, что есть люди именно с постоянно кислыми лицами. Так вот, зачем я все это говорю? Я хочу сказать этим то, что ты не являешься твоим окружением, хотя социокультурная среда всегда норовит вырастить из тебя часть какой-нибудь группы, вырабатывая в тебе новые рефлексы, рассчитанные на то, чтобы вызвать у тебя потребность быть частью стада. Потому что стадо не знает, что жить можно как-то иначе, не как биоробот, выполняющий программы, заложенные в него социальной средой. И незавидна судьба биоробота, вместо которого решили, что ему делать. Он лишь тешит свое самолюбие тем, что становится частью толпы, потому что он не знает, что он есть в любом случае, будет ли он с толпой или нет. Ему нужно обязательно полагаться на чей-нибудь авторитет, но не на себя. Не на свое мышление, потому что у него его нет. Нужно обладать смелостью, чтобы, в принципе, принять то, что никто не является тобой, а только ты сам являешься собой. И вся полноценность твоего собственного существования зависит не от того, как кто-то относится к тебе, а от того, как ты относишься к себе сам, в конечном счете. И если ты в своем самоопределении полагаешься на кого-то, то ты будешь всегда зависеть от этих людей, на кого ты полагаешься. Ты есть в любом случае, твое отношение к самому себе не должно определяться отношением к тебе других людей. Условно назовем это самооценкой. Я не люблю вообще слово самооценка, потому как оно предполагает противопоставление отношения к себе некоему внешнему. Но я говорю о том, что твое отношение к самому себе не должно определяться отношением других людей. Не говорю о противопоставлении собственного отношения к себе отношению других. Твое отношение к самому себе – это отношение вне какого-либо социального контекста. Социальное так или иначе связано с системой ролей, которую ты также принимаешь, как тогда, когда ты был ребенком. Но по мере становления сознательным ты можешь видеть свою отдельность. В этой отдельности нет противопоставления, потому что у тебя нет роли, в которой ты соотносишь себя с другими, по сути, такими же, как и ты, обусловленными системой
системой этих ролей, пока они идентифицируют себя с этими ролями. В системе ролей так или иначе ты не являешься собой, потому как роль обязывает соответствовать ей, потому что роль накладывается на функцию, которую ты выполняешь. Это может быть роль мужа, отца, работника, директора предприятия и так далее. То есть роль позволяет тешить свое ложное социальное самолюбие внутри системы отношений. Сама же функция, которую ты выполняешь по отношению к другим, может быть очень тяжелой и энергозатратной, поэтому роль способствует облегчению функции и своего социального позиционирования в представлении ее носителя. Нужно исходить из того, что ты есть. На самом деле нужно исходить из того, что ты уже есть в любом случае, а все остальное является приходящим и уходящим. Находясь в системе неких отношений с другими людьми, ты зависишь от этой роли, которую ты выполняешь по отношению к ним, и с которой ты себя идентифицируешь. Если ты воспринимаешь свое существование полноценным только в контексте этих отношений, то непременно разрушение системы этих отношений может привести тебя к унынию, так как ты отождествил полноценность своего существования с системой отношений с неким человеком или несколькими людьми в виде некой системы отношений. Но дело в том, что система отношений всегда существует только как совокупность факторов, во взаимодействии с которыми ты идентифицируешь свое собственное существование. Ты не выбираешь свое окружение, которое дается тебе изначально, а лишь принимаешь сам факт его наличия. Представь себя в конце жизни. Можно представить себя в конце жизни и подумать, был бы ты доволен своей жизнью, отождествляя полноценность своего существования исключительно с некой системой отношений с другими людьми. Будешь ли ты доволен, узнав, что всю жизнь ты избегал контакта с самим собой, не обусловленным никакой системой отношений? Ну, допустим, особенность отношений в России. Например, вот как мне представляется, в России любые отношения, по крайней мере, лично мне представляются чем-то довольно специфическим, потому что общаться в России не с кем. Сам процесс общения, инициируемый человеком как носителем мышления, представляет из себя нечто необычное, в том смысле, что обычно этого мышления не предполагается. Например, мне не о чем общаться с моими родственниками, потому как разговор с ними сводится к ссылке на общественные стереотипы. Мне вообще не интересны люди, которые ссылаются в своем поведении и трансляции своих взглядов на то, что так, как они думают и делают, так же делают и думает большинство людей. И, как правило, такие люди оказываются самыми худшими людьми, потому что они оправдывают свое поведение своей принадлежностью к чему-то большому и авторитетному.